Так, новый вайп, новый гайд. Всех приветствую. Побегал слегка, качнулся до 9 уровня, потратил на это уйму времени, прежде чем выяснил все, что выяснил, поэтому я решил просто создать нового персонажа и по новой пробежаться быстренько. Вместо того, чтобы прокачивать своего мейна, я прохожу этот путь заново только ради вас, поэтому прошу подписаться на канал, обязательно поставить на это видео лайк и написать какой-нибудь комментарий. Для тех, кто считает себя гуру в этой игре и ему лень смотреть часовой ролик, скажу, что здесь очень много полезной информации на самом деле. Но если вы не хотите смотреть, то хотя бы посмотрите мою рекламу, так как на протяжении этой рекламы будут выскакивать все ресурсы, которые необходимы для выполнения всех квестов. Итак, я хочу прорекламировать PureVPN, пользуюсь им почти 5 лет. Можно установить на 10 устройств, можно скинуться с другом, купить на двоих и вам хватит. Устанавливается телефон, компьютер на телевизор, должен быть Android TV. В общем, офигенный VPN, вообще не ощущается, что что-то загружается. То же самое, что как будто с обычной мобильной связью ходишь или там с обычным интернетом. Пинг где-то может быть повысится где-то на 10 миллисекунд. А если вам что-то не понравится, то разработчик гарантирует возврат денег в течение 30 дней. Ссылка для покупки находится внизу, в комментариях и в описании под роликом. Возвращаемся к нашему видео. Начнем. Вначале ничего не изменилось. Также общаемся с мистером Зуком. Он просит нас достать Newcomer Form. Как бы все так же. Бежим дальше. Так, общаемся с этим дядькой, с Максвеллом. Также у него из вот этого дровника воруем вот эти 3 бревна и возвращаем их ему. Он доволен, мы довольны. Тут, кстати, он теперь дает еще новый квест. Corpse Jewelry. Это нужно лутать мертвые тела, которые лежат здесь по округе. И с них выпадает вот эта штучка. Как только выпадет, так сразу покажу. Вот здесь, как всегда, как и было прежде, берем Newcomer Form и общаемся уже с Гретой Граб. Грета Граб, кстати, ничего не изменилось. Она также просит принести ей Mana Vial. Сильно не паримся, идем дальше. Кстати, второй квест у нее тоже не поменялся. Также просит принести ей баклажаны. Поэтому, если видим баклажаны, фармим баклажаны. Можно смело лутать вот эти бочки. В предыдущем вайпе давали за это карму, сейчас не дают. Так, все, общаемся с вот этим дядькой. Так же, как и прежде, он просит крысиные хвосты раздобыть. Идем добывать хвосты. Я добыл 4 из 5 хвостов. Добываем вот сейчас последний. Отлично. В награду я беру... Кстати, у нас просят Uncommon амулет. Можно, в принципе, брать мана-амулеты, если вы не верите в свою удачу. Но я, наверное, не буду брать мана-амулет. Я все-таки попытаюсь сделать своего персонажа чуточку сильнее. Поэтому я возьму иммуноимплант. Надеюсь, мне прокнет зеленый мана-амулет. Так. Все, я получил 2-й уровень, следом сразу же беру следующий его квест. Теперь он просит нас собрать ловушки. Ловушки находятся вот здесь. Вот я собрал 1 ловушку. Крыс при этом убивать не обязательно. Rat Corpse, это тушки крыс, они... также выпадают из вот этих ловушек, которые мы лутаем. То есть, вот, допустим, я лутаю ловушку, и есть шанс, что мне прокнет. Да, вот мне прокнуло. То есть, внутри ловушки была крыса. В общем, нужно собрать вот эти 10 ловушек и 5 тушек крыс. Бегаем вот в этой области. Получается, вот Золтер, слева от него поле. Здесь больше всего ловушек спавнится. Возможно, в других местах тоже есть, но они более такие широкие, поэтому удобнее всего фармить их вот в этом маленьком поле. Так, отлично. Собрали 10 ловушек, 5 тушек крыс и идем сдавать квест. Так, беру Mana Vial. Получается, я могу вернуться обратно к Грете. Сразу давайте закончим квест Греты.
Так, отдаю Манавайл Грете. Следом берем следующий квест от нее. Собрать 3 баклажана. О, отлично. 1 баклажан есть, нужно еще 2. Так, вот еще баклажаны. Пожалуйста, 2. Все, отлично. Собрал я 3 баклажана. Возвращаюсь обратно к Грете. Так, в награду возьмем рецепт грибного супа. Так, хорошо. Мы взяли 3-й уровень. И квестов она больше не дает. Отлично. Беру вешку на 2. Сплитшот мне пока не нужен. Иду уже теперь в Голденфилд пообщаться с Диком. Прибыл я в город, и в первую очередь я хочу пойти сдать вот этот квест. Вот он, брат Зика, Зук. Разговариваю с ним. И он просит нас поговорить уже с Биг Мамой. Кстати, для новичков, если мы отреспавнились здесь, то вот если двигаться по вот этой дороге, просто вот никуда от нее не сворачивать, прямо по дороге вы выйдете прямо на вот этого Зуга. Так, идем к большой маме. И она просит нас скрафтить муку. Кстати, нужно сразу привязаться здесь, чтобы у нас телепорт, вот камень возвращения, будет портовать нас всегда сюда, к большой маме. Где бы мы ни были вот здесь вот на карте, в любом месте, раз в 30 минут можно портоваться обратно к большой маме. Так, крафтим муку. Так, отдаем муку. И теперь она нам дает вот 5 квестов. 2 из 5 мы уже выполнили. Остается вот помочь Зогуру, Тордалу и Нии. Я, конечно, мог бы пойти набрать все квесты, как бы, но так как я уже на опыте, я уже знаю, как играть, мне это не составит труда, но, скорее всего, для людей, кто в новинку играет, им будет сложно, потому что будет очень много квестов, вы начнете в них путаться, поэтому я делаю это все по порядку. Для тех, кто уже на опыте, кто просто не знает, что изменили квесты и там как все поменялось, снизу будут тайм-коды по именам NPC, и если вы застряли на каком-то NPC, переходите по тайм-коду и решаете свои проблемы. Тордал Iron Vein, он у нас есть в списке, он здесь первым попался, поэтому поговорю с ним. И он просит скрафтить Powder Filter, это крафтовый айтем, для него нужно будет сейчас пойти фармить камешки, там, металл и так далее. Сразу же пообщаемся с Зогаром. Зогар просит Javelry Wood, то есть то же самое, нужно порубить деревья. Вот наш 3-й NPC, Ния Санденс, разговариваем с ней. И она просит нас принести Natural Oil. Все, все 3 квеста мы взяли, отправляемся на начальную локу. Кстати, забавный факт, с петухов яйца не падают, только с куриц. Для Powder фильтра нам нужно фармить вот такие вот залежи, или что это вот, порошок, короче, софт кристалл. Вот, выпало как раз то, что нам надо. Но с него выпадает 2 вида ресурсов. Это либо ракушки, либо вот этот порошок. Так, для Зогара, для Javelry Wood нужно фармить вот такие деревья. Опять же, выпало то, что нужно. 3 рут. Нам нужно вот таких 3 рутов, 3 штучки. Место фарма, то есть если вот город, это вот начальная лока, где мы вот здесь появились, вот здесь вот я фармлю. Если хотите сэкономить время, как только появились, советую здесь побегать и собрать, получается, 3 софт-кристалла, 3 Javelry Wood и 3 орешков. Сейчас покажу, мы их еще не нашли, но как только найду. И можно вместе с вот этими вещами сразу отправляться уже вперед в город, чтобы, ну, как бы 2 раза не бегать. Но все равно, конечно же, чего-то будет не хватать, вам придется вернуться сюда, но зато вы сэкономите вот это время, которое я бегал туда-сюда. Так, красный гриб.
Красный гриб собираем, потому что он тоже в будущих квестах нам будет нужен. Так, наконец-то первый Hazelnut нам дропает. Так, второй Hazelnut. Так, отлично. Нам дали третий Hazelnut, который нам нужен. По итогу у меня получилось собрать 4 трирута, 3 софт-кристалла. И вот 3 Hazelnut у нас есть. Возвращаемся и сдаем квесты. Время от времени, когда видим вот такие бочечки, обязательно их открываем. Почему? Потому что с них может нам выпасть виски, ну и прочие квестовые предметы. Если есть возможность, обязательно их лутаем. Подходим к верстаку и крафтим вот этот Jewelry Wood, который мы добыли. Так, отлично. Сдаем его сразу же Зогару. Так, беру в награду трубки. Хорошо. Зогара закончили. Иду к Тордалу. Так, не забываем фармить яйца. Так, крафтим керамику. Но, по идее, нам нужен паудер фильтр. Керамика просто она как бы стояла раньше, поэтому я ее выбрал. Керамика тоже нам нужна будет по квестам. Так, отлично. Мы апнули левел, пока мы крафтили. Поэтому я беру на 1 третий скилл. Так, сдаем паудер фильтр Тордалу и беру в награду уже не ману, а пейнкиллеры. Все, с ним закончили. Бежим к травнице, к ней Санденс. Пришел я к травнице, крафчу то, что о нас спросили. Natural Oil. Так, и сдаю ей квест. Возьму на армор. Help. Не Санденс до сих пор висит квест у нас, поэтому берем у нее следующий квест. Она просит взять кофе. Кофе у нас находится... Вот она, NPC Иви Кларксон. И вот у нее на столе находится кофе. Забираем кофе. Просит отнести его Максвеллу. Максвелл это у нас вот этот NPC, в начале который костер нас учил создавать. Также хорошо было бы сдать ему вот этот Corpse Jewelry. Поэтому сейчас я попытаюсь найти где-нибудь тело и залутать с него вот эти Jewelry. Так, вот здесь вот полутал трупик и наконец-то нашел вот эту Jewelry, которую просил у нас Максвелл. Трупик нашел вот здесь вот тренировочный лагерь. Получается. Все, отправляемся к Максвеллу, отнесем ему вот это Jewelry и кофе, которое просила нас передать ему Ния. Так, пришел я к Максвеллу. И здесь у нас сразу два вопросительных знака, так как два этих квеста. Так, первое. Отдаем ему кофе. И следом же отдаем Jewelry. Он просит выбрать что-то в награду. Ну, наверное, выберу вот это. И мы получаем 5 уровень. Можем возвращаться к большой маме. Здесь, кстати, с ним тоже все закончено. Мы 5 уровня. И на 5 уровне что важно? Важно не забыть взять нужный нам талант. Если ты играешь соло, советую взять Pathfinder. И в Pathfinder взять вот эту среднюю штучку. Она будет хилить тебя каждый раз после того, как ты выходишь из боя. Вот это повышает атаку, это повышает защиту. Ну, на начальном этапе, я думаю, вот эта штучка будет в идеале. Выбираем «да» и выбираем вот эту штучку. Следующий можно взять, ну, я советую взять вот эту, потому что она дает, после того, как ты побеждаешь моба, она восстанавливает тебе ману. Ну, здоровье и ману. Оба варианта тебе восстанавливает, поэтому Pathfinder для соло-игрока идеальная тема. Если же вы не соло-игрок, если вы играете в пати, то Pathfinder вам не подходит. Вам скорее надо будет брать что-то по профессии, то есть если ты танк, лучше всего, наверное, танк, если ты воин, воин и так далее. Мы взяли 5 уровень, и теперь мы идем заодно, чтобы не забыть, обратно к тренерам вот сюда, чтобы купить себе обилку, дополнительную обилку на D либо на F.
вернее не на F, на D. С 5-го уровня она доступна, получается, и на 10-м уровне будет доступна вторая. То есть сейчас мы можем купить себе первую обилку. Мы пришли в нужное место, вот он, NPC Зара Торн, она продает обилки. Только не в шоп заглядываем, а вот сюда, Learn Abilities, где кулачок нарисован. Так, беру я всегда первым спелом ману. Можно взять, в принципе, спринт, если убегать от мобов и так далее. Вот аналогичные два спела, вот этот хилит, вот этот дает ману. Я вот беру всегда ману, потому что, по моему мнению, мана самый профитный вариант. Ну, у каждого свое мнение, поэтому каждый выбирает то, что ему нужно. Так, кстати, здесь вот был орк-танк. Он давал раньше квест. Давай попробуем у него взять квест. Да, у него все еще есть квест. Crispy Fried Ribs он просит у нас. Crispy Fried Ribs это жареные ребрышки. Их можно купить у мясника. Но иногда их не бывает. Я вернулся обратно к большой маме. Сдаю ей квест. Тут она нам дает на выбор 5 наград. Выбирайте вдумчиво. Так, что мне надо? Я лук. Наверное, стоит взять что-то на атаку. Да, наверное, возьму стероид имплант. Что нам нужно будет больше всего? Я думаю, наверное, вот это нам нужно будет, потому что Джевел Ревут используется в крафте многих шмоток, и здесь дальше по квестам, я думаю, он тоже пригодится нам. Здесь я беру черепашьи кости, потому что это тоже для квеста будет нужно. Здесь я беру... Так, фасил. Фасил у нас 4 штучки есть, одна керамика есть. Ну, я думаю, лишним не будет. Все-таки все равно возьму фасил. И последним я беру метеоритный металл, потому что сейчас мы будем дальше фармить кабанов. И я думаю, жир мы добудем. Далее 400 опыта, все вот эти штучки. И следом же она опять нам дает следующий квест. И уже он намного больше. Тут уже нужно помочь 12 NPC. Ой, ну что ж, давай сначала посмотрим, что там за награды мне выдали. Стероид имплант на 7 атак пауэра. Ну, ладно, худо-бедно. Тоже неплохо. Давай сначала попробуем выполнить все квесты, которые у нас находятся тут в городе. Здесь у нас Хэнк. Хэнк у нас просит победить 10 крыс. Следом у нас тут есть следующий NPC. Он Blink In. Берем его квест. Он просит собрать вот эти растения. Собрать их нужно 4 штуки. Кстати, дропает здесь фрагмент рут. Вообще он говорит, что он дальтоник и не может различить по цветам и просит собрать нас цветы определенного цвета, но мы не паримся, собираем ему и тех, и других. Все, сдаем ему квест. Больше квестов он не дает. Ну и Биг Мама, кстати, его не регает. То есть изначально, по идее, его можно было, получается, взять и ради опыта выполнить. Он довольно быстро выполняется. Тордл. Тордл просит нас собрать Dwarf Stash. Давай-ка сбегаем за стэшем. Вот это место. Нам нужно вот эту штучку залутать. Dwarf Stash. Получается, находится она вот, если вот Тордл здесь находится, мы просто вот по вот этой тропинке идем сюда. Вот тут здесь вот находим вот это место. Так, взял второй квест у Зогара. Он просит Timberheart. Timberheart выбивается из деревьев. То есть просто когда ты рубишь дерево, тебе дополнительно это квестовый айтем, это не ресурс. Он дропает вместе с ресурсами как бы. Так, отдаю Тордалу то, что он у нас просил. Беру у него в награду. Ну, давай сыр возьмем. И все, получается, квесты Тордала закончены. Иду дальше. Чтобы не путаться, я хочу заодно выполнить все квесты, вот эти, которые нам до этого давали. После этого уже начать выполнять вот эти 12 квестов.
Давай возьмем задание у Иви. О чем у нас просит Иви? Она просит ларва. Ларва, насколько я помню, дропает у нас из мух. Поэтому сейчас мы пробежимся еще и по этим квестам. Сейчас разберемся с ней. Так, разговариваю с ней. Так, в этот раз Ния просит наполнить какими-то ягодами бочки. По-моему, они пополняются просто автоматически, когда ты собираешь растения. Так, общаюсь с квадросентинелем. Сентинель просит нас черепа мух. И общаемся с вот этой студенткой. Она, как и прежде, просит трекинг-девайсы из мух. Получается, смотрите, ларва, скулы и девайсы — это 3 квеста, которые можно выполнять одновременно. То есть их нужно выполнять одновременно, чтобы не бегать туда-сюда. И вот наши мухи. Сейчас я уже плюс-минус могу соло их фармить. Даже я, будучи 5-го уровня, сильно просаживаюсь от этих мобов. Представьте, если бы мы пришли сюда, будучи там 1-го, 2-го, 3-го. И вот все квестовые нам нужные айтемы здесь нам выпали. То есть это ларва, черепа и трекинг-девайсы. Идем дальше фармить. А вот и, кстати, Pathfinder в действии. Я вышел из боя, и он меня хилит. Съем еще хлеб вдогонку. Итак, 2 квеста мы выполнили. Получается, черепа и ларва вот эти выпадают со 100% шансом. Ну, либо мне так повезло, а вот трекинг-девайсы выпадают достаточно плохо, как и раньше. Поэтому идем добивать эти трекинг-девайсы. Так, отлично. Выбил последний 5-й трекинг-девайс. И можно было бы, наверное, уже возвращаться обратно, но у меня висит и следующий квест на 10 крыс. Поэтому, раз уж я тут рядом нахожусь, то пойду зафармлю нужные мне 10 крыс. И потом уже, как бы, сделав круг, сдам все квесты. Так, ладно, возьму его квест, потому что я могу его забыть потом. Придется 2 раза его выполнять. Он у нас просит побить 100 кабанов. Ну, это шутка от разрабов, на самом деле. Всего по заданию нам надо будет 10 кабанов. В идеале, наверное, вот этот квест с крысами нужно объединить с начальными квестами, которые мы там, когда искали ловушки и так далее, чтобы тоже как бы время особо не терять. Ну, получилось как получилось, поэтому сорян. Я нафармил 10 крыс, сдаю квест Хэнку. Так, беру стероидный имплант для увеличения своей атаки и беру пейнкиллеры. Тут же он нам дает следующий квест, но я беру его, но этот квест сейчас делать очень рано. Дендроиды очень сильные, там с Full T2 сетом даже, наверное, будет сложновато их победить, поэтому можно сделать даже так. Открыть этот квест и сделать антрак, чтобы нам его не показывало пока что. Так, делаю кукурузную муку. Сделаю 2 штучки, я не помню, сколько нам ее надо. Чтобы не рисковать, сделаю 2 штучки. Так, захожу к Иви и отдаю ей вот эти ларвы, которые она просила. Так, в награду нам предлагают 2 рецепта, ну, возьму вот этот на ХП. Изначально деньги советую вообще не тратить ни на что, потому что они нужны нам для покупки мотоцикла. Так, в банк я зашел, чтобы протестировать, объединили ли нам склад, но, судя по всему, не объединили, потому что я не вижу здесь айтемы. Так, сдаю квест, апаюсь до 6-го, беру на 6-м уровне свой ультимейт. Стой, куда ты уходишь? И беру у него сразу же следующий квест. В следующем квесте он просит машинное масло и запчасти машинные. Так, сразу же пообщаемся со студенткой, возьмем также шмотку на атаку, пейнкиллеры и давай возьмем на ману.
такой же имплант слабенький на 5 атаки всего лишь мне дала она. Ну ладно, ничего страшного. Сюда я бегу, здесь есть бабулька, которая вот разводит куриц. И она также дает квест. Так, она просит собрать траву, посаженную траву. И она выглядит вот так вот. Вот она лежит. Блин, тут было плохо видно, но сейчас покажу на другом. Вот она. Непонятная вот текстурка, железка. Это что это такое, я не знаю. Вот их собираем здесь. Респавнятся они вот в этих спотах, которые я показываю. О, наконец-то вот респавнились они. Вот она. Собираю их. И вот здесь вот шестую. И сдаю квест бабушке. Все, квест закрыт. Ничего она у нас не просит. А здесь, кстати, одну я выполнил случайно этого робота. Я думаю, ничего страшного. Так, давай добьем квесты у Нии и у Зогара. Возможно, заодно нафармим 10 кабанов. И еще сдадим квесты вот этому Бергу Стоунфуту. Он у нас где-то в этой области находится. Так, вот машин-парты дропают из вот таких сундучков. Машин-партов нам надо 2 штучки. Так, при рубке деревьев нам должно регать Timber Heart. Я не знаю, сейчас зарегает или нет. С вот этого дерева. Посмотрим. Нет. Получается, я так понимаю, нужно рубить именно обычные деревья, которые дают Hardwood и Wood. Так, вот кабанчик. Фармим кабана. Так, раз мы тут сражаемся, я заюзаю вот эти 2 бафа, которые повышают нам атаку и защиту. Так, за убийство кабана нам зарегало 1. Хочу протестить, зарегает ли 2. Нет. Раньше при разделке регало 2. Ну, ладно. Ничего страшного. Вот, кстати, Full Jar нам дали при фарме травы. То есть я даже ее заруинил, и ее мне все равно зарегало. Так, хезлнаты нам нужны. Так, и вот получается квест Нии у нас выполнен. Осталось только пойти к ней и сдать его. Не ленимся разделывать кабанов, потому что от них нам понадобится кабаний жир. Это для крафта Cosmetic Fat. Об этом у нас попросит вот где он. Бучер Охара, да, вот Бучер Охара у нас попросит об этом. Сейчас на данный момент я имею сколько? 2 жира. Мне нужен 3, чтобы скрафтить. Так, здесь у нас есть баф. Баф на увеличение хп. На 50% увеличивает хп. Время действия 4 минуты. Так, вот из вот таких деревьев, я так понимаю, будет регаться Timber Heart. Да, вот его зарегало. Пис Timber Heart нам дали. Так, добрался я таки до Берга. Кто забыл, где находится Берг, если вот у нас городок, то Берг у нас находится вот в этой области. Беру его задание. Так, он просит у нас 1 соль и 2 ножки куриные. Отдаем их ему. И сразу же беру следующий его квест. Тут он у нас просит 2 яйца и кукурузную муку, о которой я ранее говорил. Все, с Бергом закончили. Добиваем своих кабанов. Так, наконец-то добыли мы 5 нам нужных тимберхартов. Выпадают они с самых обычных деревьев, с которых вуд и хартвуд падает. Ну, собственно, вот это дерево, которое я только что срубил. Так, лень бежать, юзаю телепорт и лечу в город. Так, в первую очередь сбегаю к Зогору. Отдаю Зогору вот этот Тимберхарт, который он нас просил. Так, нам дают в награду шорты.
Следом он нам дает следующее задание. Просит добыть Psycho Mushroom, Calm Aloe и Energy Drink. Так, ладно, давай сразу выполним вот этот квест весь. Начнем, наверное, с Алоэ. Алоэ у нас находится возле алхимика. Если мне, конечно, память не изменяет. Столько новых мест нужно было запомнить, поэтому могу ошибаться. Итак, первый айтем, который я здесь беру, это вот Calm Aloe. Оно вот находится вот здесь. Так, Алоэ нашли. После того, как я нашел Алоэ, выдвигаюсь за Energy Drink'ом. Вот Energy Drink, в принципе, можно было сначала за ним сбегать. Он находится вот чуть ниже самого вот этого Зогора. Просто бежим по вот этой тропинке. И вот она у нас лежит. Бутылка. Осталось найти последний элемент. Это Psycho Mushroom. Уважаемый, сигарет не найдется? Бля, базару нет. От души. Вот он Яри. Общаемся с ним. Он просит собрать 4 Raspberry. Raspberry можно собрать от лута и акустики. То же самое, что и с Timberheart'ом. Не знаю, как оно будет мне сейчас прокать. В принципе, прокнуло сейчас с первого акустика, но дальше не знаю, как будет идти. Падает ли Raspberry с этих кустов? Давай выясним. Да, падает. Получается, Raspberry можно собрать со всех видов кустов. Я собрал нужное количество вот этих Raspberry. Последняя просьба. Так, теперь он просит stash Raspberry in Bubbler. Bubbler, вот он стоит рядом с ним. Получается, квест у нас выполнен. Берем следующий его квест. Следующее задание он просит нафармить 6 волчьих костей. Также дропается рандомно. Пока что я слабовато для драки с волками, поэтому я пока откладываю этот квест. Выполню его позже. Да, молоко хочу. Пошел нахуй, мы тебе сигареты дали, хватит тебе. Так, разговариваем с Гуру Дэвидом. Гуру Дэвид просит нас принести 10 яиц. Это те самые 10 яиц, которые мы собирали все это время. Так, получаем 7 уровень. Беру следующий квест. Он просит крылья от мух, от гнатов. Получается, сейчас я беру квест у Кэссиди. Она просит принести нам бутылку виски. Он находится в городе. Так, и у Тиффани берем также квест. Она просит найти 2 матраса. Сейчас тоже покажу, где они находятся. Ну, для начала, наверное, по пути зафармлю мух. Так, вот у нас 2 мухи. Вот они, крылья мух. Так, со второго не выпало. Так, отлично, 5 крыльев я раздобыл. Иду вот к этому Abandoned House. Там у нас находится один из матрасов, который нам просила достать, вот это Тиффани. Так, вот покинутый дом. На карте вот он, Abandoned House. Получается, если из города идти на север, вот он будет находиться. Если от Тиффани идти, то вот получается вот она Тиффани, вот он дом. Заходим сюда. Здесь вот лежит на полу вот этот матрас. Забираем его. Идем за вторым. И нужно 2 матраса. По пути сдаю квест вот этому роботу за вот этих 10 кабанов. Отлично. Робот больше квестов не дает. Так, сюда к большой маме мы пришли, чтобы забрать вот эту бутылку виски. Также нас просили достать вот машин-парты. Машин-парты мы добывали из вот таких вот бочек. Но также нужно машинное масло. Вот стоит машина. Вот возле Иви.
И вот на земле стоит машинное масло. Забираем машинное масло и по пути сейчас сдадим этот квест нашему роботу. Так, вот он, квадросентинель. Награду возьму любой из рецептов. Так, все, больше он квестов не дает, его мы закончили. Идем к травнице Нии. Отдаем ей вот эти бочки и все, квест закончен. По пути вот здесь вот есть вот эти свиньи, свиноферма, что это? Возле вот, получается, дома Нии, чуть ниже, находится второй матрас, о котором нас спросили. Так, все, 2 матраса мы раздобыли. Также можно тут к бучеру Ахари подбежать и сдать ему жир, который мы добыли с кабанов. Вот, беру у него квест. Так, создаю этот косметик Fat. Заодно создаю Джевел Ribbon, чтобы скрафтить из него потом руну Скар. В награду возьму армор и атаку. Следом он дает следующий квест. Генетический материал. Это надо будет 5 кабанов убивать, и из них будет выпадать вот этот генетический материал. Это квестовый предмет. Это не ресурс. Еще по пути, я думаю, надо забежать к алхимику. Вот. Он дает нам рецепты и просит скрафтить пейнкиллеры. Беру мановайл в награду. Отдаю пейнкиллеры, которые брал до этого в награду. Так, беру у него сразу следующий квест. Он просит нас найти вот 3 бутылки и сайрендж. Это шприц, я так понимаю. Так, смотри. Первая бутылка, вот она стоит, синяя. Вот вторая бутылка. И вот третья бутылка. И вот здесь мы забираем шприц. Все, квест выполнен. Сдаем его. Так, хорошо, квест сдан. Ничего больше не дает. Единственное, надо здесь у него купить адреналин шот один. Ну, если есть, не надо покупать. Но у меня его нету, я его купил. Просто он мне понадобится дальше по квесту. Что дальше? Что дальше? Дальше забегаю здесь к Мортимеру. Так, он дает нам рецепт руны Скар. Изучаю рецепт. Изучаю рецепт пейнкиллеров. Кстати, я забыл у Буча Охары купить жареные ребрышки. Так, посмотрим, можем ли мы скрафтить. Так, нам не хватает Джевелри Вуда и не хватает композитного материала. Так, Crispy Fried Ribs 10 голды стоит, охренеть. Все ради квеста. Так, купили ребрышки. Где тут наш заказчик ребрышек? Ваш заказ прибыл. Так, 180 опыта дали. И все, больше квестов не дает, как и раньше. В принципе, ничего особо не поменялось. Отдаем крылья гуру этому. Так, он нам должен вроде как еще квест дать, да. Collect Leaf Monsters Legs. Это надо травяных вот этих мобов убивать. Так, отдаем матрасы эти 2 штуки Тиффани. Все, квесты у нее закрыты. Идем дальше. Так, Кэссиди. Также отдаем виски, и квестов больше она не дает. Что мне надо сделать теперь? Нужно 3 генетических материала из кабанов. Хорошо, что тут есть 2 кабана. Генетического материала не дали. Ой, тут вообще 3 кабана, вообще прекрасно. Можно включить ешку, чтобы мультипл было. Так, вот один генетический материал дропнул. Так, и второй дропнул. Неплохо. Так, все, с генетическим материалом мы завершили. Кабаны, получается, нам уже не нужны. Теперь нужно вот эти травяные существа, только их фармить. Кстати, так не может никто. Только лук может пойти и в соло развалить 3 волков.
Так, волков нафармили. Давай с этого еще одну ножку мне. Зашибись. Так, все выполнили. Бежать пешком не хочется. А, или хотя нет. Волф Бонсы все равно надо будет этому Нарику передать. А, я, кстати, забыл про психомушрум. Отдаем ему кости, берем следующий его квест. И в следующем квесте он просит у нас адреналин-шот, который мы заранее купили. Все, у него все квесты закрыты. Так, здесь 3 ножки отдаем ему. Дает еще квест. Что он хочет у нас теперь? Purple Poppy и Special Yellow Crystal. Честно говоря, я не помню, где это находится. Psycho Mushroom. Psycho Mushroom у нас вот здесь вот находится, возле домика. Возле Тиффани. Все, нужно вернуться к Яре. Так, отдаем ему вот эти все вещи от Зогара. Теперь квесты точно закрыты. Так, крафчу эту руну. Отлично, отдаем ему. Блин, надеюсь, он сейчас не заставит нас 10 трупиков искать. Очень не хотелось бы. Блин, он просит вот эти трупики искать. Это блин, самый ужасный квест. Так, отдаем ему материалы. Не знаю даже, что взять. На ХП взять. 3 мяса черепахи надо. Это надо черепах фармить. Так, давай сходим к этому качики. Так, беру квест у этого качики. Открываю обязательно трубу, чтобы следующее это вот. Теперь он просит найти трубы. Так, общаемся с банкиром. Хорошо. Поговорили с банкиром. Общаюсь с Диреком. Дирек нам дает, получается, рецепт. Мы его изучаем. И вот этот иммуноимплант берем сюда и общаемся с Диреком. Награду он нам даст точно такой же имплант. И здесь на выбор можно получить рецепт. Так, ну, по рецепту я возьму мана-амулет. Почему? Потому что он сейчас в будущем нам понадобится этот рецепт. Чтобы его не покупать, я его возьму. Потому что нам надо побыстрее выйти на мотоцикл. Так, все, беру у него следующий квест. Следующий квест, он просит кожу кабана. От вот этих травяных хитин просит. И Iron Rivets. То есть, здесь самое сложное, это вот не скин хитин, а вот этот Rivets. Его я долго найти не мог. Вот он, получается, возле Рэтчета находится. Так, сразу беру квест у Рэтчета. Ну, как и раньше, он дает нам рецепт от этого Assault Launcher. И для него нам нужен так. Кроме лизера все есть. Нужно сбегать обратно к Бучеру О'Харри. Я забыл скрафтить кожу. По пути надо вот с Падди поговорить. Пока квест не возьмешь, получается, виски тебе не дропает. Получается, обязательно нужно взять квест, чтобы тебе дропнул квестовый айтем, вот этот виски. Дропает он также с вот таких вот бочек. Так, лизер можем скрафтить 3 штуки. Ну, давай сразу сделаем 3 штуки. Чего уж тут. Крафчу Assault Launcher по квесту. Так, отлично. Так, теперь берем. Выбора нет. Берем Amazon Bow. Так, здесь адреналин шот. И здесь, не знаю, без разницы. Так, следующий квест. Organic Hemp, Hardwood Sticks и Enchanted State. Не знаю, что это такое. Сейчас выясним. Отправляемся к доктору Блуму. Этот нас банкир отправил туда. Доктор Блум где-то вот здесь вот по этой дороге находится. Пугало ломаю. Почему? Потому что с них иногда дропают трубы, которые нужны для починки труб вот этого качики. В общем, на выходе из города просто по этой дороге бежим вперед. Ломаю пугало, ломаю бочки. Вот выпала одна труба. Вот он стоит, доктор Орион Блум. Но он нам не нужен. Возле него вот здесь лежит меч. Забираем меч.
Хорошо. Теперь отправляемся чуть сюда, чуть правее, вот к этим домам, скорее всего. Там должен быть Зорбул. У Зорбула лежит книжка, которую мы должны забрать. Так, вот эта бочка нам интересна. Да, хорошо. О, хорошо. 3 трубы выбили. Вот он. Книжка лежит. Вот я ее пока не буду брать, я вот покажу. Вот он ходит Зорбул. Вот на карте это вот так выглядит. То есть если вот город, чуть выше вот здесь вот ферма, и вот здесь на столе лежит книжка. Уберем эту книжку. Так, все. Теперь нас просят эти вещи этому Гулубрану отдать. Гулубран у нас вот здесь стоит. Прибежали мы к этому Гулубрацу. Отдаем ему книжку и меч. Так, квест выполнен. На обратном пути, я думаю, надо поискать хитин и кабанчиков. Ну, было бы неплохо еще и черепаху найти. Вот. Turtle Meat нам выпал. Таких надо 3. Так, вот 2 штуки. Так, опять инвентарь полный. Так, 1 хитин. 2 хитин надо... нам всего 1 нужен. Все, теперь кабана надо найти. Так, вот Борскин. Хорошо. Блин, а может мне они не дропаются, потому что я этот... У меня дерьма всякого тут насобрано. 100% из-за этого. Так, 5 слотов освободили. Так, Хартвуд, я так понимаю, это не точно, но скорее всего именно с вот этих деревьев падает. Ну, по заданию, которое Hardwood Sticks. Так, черепашье мясо добыли. Так, неужели, мать вашу, Organic Hemp собрали, теперь осталось Enchanted Slate. Наконец-то мне выпала последняя Enchanted Slate. Так, я портаюсь в город. Так, сдаю квест этому Рэчту. Адреналин. Вот эта хрень. Так, все, квест закончен. Так, сдаем квест Диреку. Так, собрать 5 адамайбиума. Адамайбиум, я так понимаю, тоже надо железо фармить. Так, чиним трубы. Осталась последняя труба. Так, все, трубы починил. Нужно возобновить подачу воды. Все, общаемся с этим Качики. Окей, так, следующий квест он нам дает. Здесь он у нас просит найти розу и гитару. Но прежде чем туда пойти, я сначала отдам черепашье мясо бучеру. Сдаем черепашье мясо, и он нам дает еще один квест. Просит разных кабанов нафармить. Все 4 вида. Вот это да. Так, 9 из 12. Гриз Тернер, Лантерн и Мортимер остались у меня. Так, пойдем Гризу поможем. Гриз Тернером общаемся. Он у нас просит 2 керамики. Отдаем ему эти 2 керамики. И тут он просит нас принести ему зеленый мана-амулет. Так, и пока его не принесем, квест не зарегается, основная ветка у большой мамы. Поэтому в любом случае надо делать. Так, в общем, гитара. Вот где находится. Возле наркомана. Забираем гитару, идем за розой. Так, гитару мы забрали и прибыли мы тут за розой. Роза у нас находится вот здесь. Так, что-то она... Так, ага, все, лутаем розу. Находится она вот здесь, возле Эдрика Барроула. На карте вот Гулубрат, возле него, короче. Чтобы понятно было, вот он, я нахожусь, вот город. Так, все, розу забрали. Вернулся к Кичике этому, отдаю ему гитару и его розу. Все, квесты закончены на нем.
Так, нашел виски. Хорошо. Так, беру квест у банкира. Что он хочет от нас? Ой, он хочет плазмоган. Ну, ё-моё. Я думал, они убрали этот дурацкий квест. Нет, он есть. По пути надо закинуть виски алкоголику. Отлично, квест выполнен. Беру сразу следующий квест. Учим рецепт роустед каркаса. Все, идем ему крафтить этот его роустед каркас. Так, отлично. Сделали ему это его мясо, которое он просил. Отдаем. Все, квест закончен. У нас 10 из 12. Остался Грис Тернер и Мортимер. Ну и вот эти квесты второстепенные, в принципе. Их тоже попытаемся сейчас все выполнить. О, вот это читы, блядь. Стою себе на дереве, пак кабанов расстреливаю нахер. Так, крафтим плазмоган. Нифига себе, зеленый плазмоган крафчу. Шок-контент, конечно. Вот банкиру повезло. Что это у меня, где он? 4,9 шанс крита. Угу. Жалко, что он забинжен, и я бы его отдал своему хиллеру. Так, и можем скрафтить 2 мана-амулета в надежде, что хоть один из них... О, прокнул! Только не сломайся. Только не сломайся, пожалуйста. Так, ну хорошо, прокнул один. Из 2 один прокнул. О, и второй прокнул. Бля. Чё за дичь? Короче, 2 зеленых мана-амулета у меня. Сдал квест у банкира. Все. Банкир у нас закрыт. Так, вот он наш Грис Тернер. Отдаю ему мана-амулет. И он тоже у нас завершен. Получается, мне осталось Мортимеру 10 трупиков собрать. И вот этот непонятный Поппи и Йеллоу Кристалл найти. Я пришел к Бутчеру Ахари. Сдаю ему квест вот за фарм кабанов, которых он просил. Так, в награду он дает нам зеленый. Я мог мана-амулет зеленый взять. Просто в награду и все. Все, квесты у Бутчера закрыты. Идем дальше. Так, сдаю квест Диреку. Беру вот это. Так, все, Дирека мы тоже закончили. Погнали за мотоциклом. По пути посмотрим останки, если найдутся 4 из 10 у меня. Если нет, то купим мотоцикл и поедем в PvP-зоне искать. Так, я подошел к продавцу мотоциклов. Здрасте, дядя. Да, беру красный, самый красивый. Стоит он также $400. Цены не поменялись. Так, надо сразу импланты посмотреть здесь. Ух ты, здесь типочек дает квест. 1300 награды, офигеть. Так, да, квест 18 уровня. Короче, надо получить рыболовные снасти. То есть можно будет, скорее всего, рыбу ловить. Во втором городе появились квесты. Я приехал к крафтеру. Смотрим, что он продает. Крафтер продает все те же самые рецепты. Цены такие же, 200 голды. И продает импланты. Импланты, к сожалению, не для меня. По 90 голды резонанс армор он продает. Эх, забрать бы их моим хиллерам. Так, ладно. Плюс-минус мы все увидели. Возвращаюсь в стартовый город. Так, еду в PvP-зону в поисках трупиков для Мортимера. Так, с правой стороны, вот от города, в PvP-зоне, можно фармить вот этих скелетиков. Их тут очень много. Вот у нас трупик. Ничего не выпало. Бежим. Следующий трупик. Так, есть кости. Вот у нас следующий трупик. 3 трупика на расстоянии вытянутой руки. Офигеть, ты Вудраптора нашел.
Ой, ёпта! Охереть. Убил меня с одного прыжка. Я просто, ну, у меня, короче, его здоровье появилось, короче. Но его я не видел. Ну, я не знал, где он. И просто из-за угла он с двух ног на меня выпрыгивает, бля. И убивает, прикинь. Так, ну, за мою смерть, я думаю, вот эта штучка меня вознаградит костями. Нет, не вознаградила. Так, все, 10-й собрал. Идеальное место вот здесь, в этой области, идеально фармить вот эти трупики. Наверное, минут 10 прошло, и за 10 минут я нафармил недостающие мне 6 черепков. Все, возвращаемся сдавать квест. Сдаю квест Мортимеру. Так, беру ману. И он дает нам зеленый имплант в награду. И Falcon Boots. И вуаля, мы 10 уровня, мы выполнили все квесты. Остался вот этот квест Purple Poppy, на него мне вот дали меточку. Квест от гуру. Collect Purple Poppy. Вот он находится, Purple Poppy. Мне на него дали метку добрые люди. Вот он находится в этой области, чуть левее от базы тренеров и от самих вот этих наркоманов. Следующее это Yellow Crystal. Надо будет проехать чуть ниже, вот сюда. Приехали мы в нужную область. Судя по всему, вот это вот и есть наш желтый кристалл. Но какой-то он фиолетовый, а не желтый. Я очень надеюсь, что у меня звук нормально записался. Если мне придется все это еще переозвучивать, то я вообще в ахуе буду. И это последний квест, который мы можем выполнить. Осталось только поговорить с Зугом. И я так предполагаю, что он отправит нас уже выбивать мозги. На этом мы заканчиваем наш ролик. Всем спасибо, кто смотрел. И берегите себя.